Я Татьяна Лазарева, и это мое шоу «Где я?». И это очень актуальный вопрос сейчас, потому что я не понимаю, где я, но очень надеюсь, что где-то около Валенсии. Утром просыпаюсь, а вокруг страна другая. Ничего не знаю, где и как, куда идти мне. Нужен кто-то, у кого есть в голове идея, вместе веселей. Мы все преодолеем. Что это за город? Что это за люди? Где здесь интересно? Что здесь с нами будет? Как живут другие? Как сюда вписаться? Как мне повзрослеть нормально и не облажаться? Где я? Где я? Это у меня еще и Google карты есть, между прочим. А что говорить о подростках, которые не просто дорогу ищут, а определяются со своим жизненным путем прямо сейчас. Да еще и в новой стране, где надо быстро въезжать в незнакомую культуру, в компанию, в школу. А заодно, между прочим, понять себя, мир и людей вокруг. Помогите! Так что я въезжаю в Валенсию, чтобы помочь хотя бы нескольким подросткам в этой непростой задаче. А вы следите и присоединяйтесь. Хорошие какие. Это нам? Что, не открывает никто? Ой, На кого ищете? ой, здрасте. Ищем покушать? Покушать хотите? Конечно. Да ради бога, вы мои котики. Так, давайте, берите все вот это и на тот стол, окей? Вау! Удивительно. Давай, готовься, Вот когда-нибудь это все равно сюрприз. придется. Отлично. Обожаю использовать детский труд. Значит, давайте мы договоримся с вами, что у нас здесь безопасное пространство, как принято сейчас говорить. Все знают, что такое безопасное пространство? Знаю. Это не то, когда ты сидишь под одеялом в домике, а то, когда ты можешь раскрываться и смело обо всем говорить. Я очень надеюсь, мы с вами все подружимся и вообще, да даже если не подружимся, все равно проведем классное время, и потом будет вам что-то А мы уже вспомнить. подружились. Мрачно сказала она. Я уже всех ненавижу. И грустно, что мы познакомились. Вообще оказалось, что проблемы подростков, они везде одинаковые, в какой бы город я ни приехала. И это нормально, потому что это действительно тот возраст, про который почему-то мы забываем и как будто бы вычеркиваем его из своей жизни. 2-3 года, что там того подросткового возраста. Но на самом деле он очень определяющий в жизни. И не забывайте, что каждый из вас тоже был подростком. Давайте начнем с вами знакомиться, если можно, хорошо? Прямо по порядку, по кругу. Как тебя зовут? Паша, Паша, а сколько тебе лет? почти 13. А откуда приехал? Из Краснодара. Папа в России, а мама здесь. А ты когда уезжал, тебе родители объясняли, куда ты едешь, почему вообще? Почему? Нет, ну куда, да. А как они просто тебе сказали, что типа уезжаем? Типа того, да. А ничего не объяснили, почему? М-м. Давно ты живешь в Валенсии? 1,5 года где-то. По моим ощущениям, переезд сюда, наверное, шаг вперед, потому что я знакомлюсь с новыми людьми, новой культурой. Мне кажется, тут в Испании лучше, чем в России. И как у тебя здесь с этим совсем, с учебой, со всякой, со школой? С учебой средненько. Чего так? Нехорошо, но неплохо. Неплохо, это уже хорошо, давай так. Ты говоришь на испанском? А ты его раньше учил? Нет, ну там месяц, может. И ты учишься в испанской школе? На испанском да. языке? Блин, как вы можете это вообще? Не понимаю. Приехать в чужую страну? Так, ты посиди пока, ты, я смотрю, отличница. Вот так, вот так. У тебя какие предметы там? То есть все на испанском? Ну да. Ну и на валенсианском. Что? Есть язык еще валенсианский. Почему они выбрали этот город, где еще 2 языка? Тут везде так. У тебя почти в любой стране в Европе минимум 2 государственных языка, чаще всего. Да ладно. Ну, здесь Да. их 7 или 8 государственных. Это испанский, который international, и который в каждом регионе свои. Ты дружишь с кем там? Со всеми почти, с Да? классом.
А там у тебя какие дети? Откуда? Испанцы все почти. Да? Там, может, 2 человека русских. А чем ты еще занимаешься интересненьким? Триатлоном. Это что такое? Это спорт, где надо бегать, ехать на велосипеде и плавать. И плавать. Хорошо, спасибо тебе, дружище. Пошли дальше знакомиться. Тебя как зовут? Тея. Ты откуда? Я из Санкт-Петербурга. Я тут с мамой живу, а папа у меня в Грузии. Папа грузин в Грузии? Да. Вот это совпадение. А как вы так живете? То есть папа там, мама тут, вы как? Вы общаетесь как-то? Да. Созваниваемся каждый день. А ты? Ну, сейчас папа приехал, там приезжает Да? раз, может, месяца в 1,5. А как ты с папой общаешься? Хорошо. Часто? Да, каждый день. Он в курсе, как ты учишься? Да. А как ты учишься? Ну, Не, я не то, что я сейчас буду у тебя проверять какие-то там оценки. Что за школа вообще? ужасная школа. у Ух ты, меня. круто. А что в ней ужасно? Не школа, а Это больница. тебе мама выбрала такую школу? Нет, не было места просто нигде. Называется менталитет. То, о чем она говорит. Это испанцы менталитет. Это дурка по-нашему. Так, это что сейчас вот происходит? Вы что сейчас? Ладно, подождите, я до вас дойду еще потом. Вы будете рассказывать про испанский менталитет. Болезни у них, там аутизм. Ну, в смысле, то есть это инклюзивная школа, где все, да? И тебе это не нравится? Нет. А раньше такого не было, да, в России? Я не ходила в школу в России. Я в Грузии ходила в школу. Господи, боже мой. Я думала, ничего себе. Упущенный ребенок не ходил в школу. Ну хорошо, а в Грузии как было? Я со всеми дружила, со всем классом. А теперь не совсем. Вообще ни с кем не дружишь? Ну, у меня есть одна девочка из Украины. Я с ней общаюсь. Да? Да. Немного. Хорошо, а скажи мне еще, пожалуйста, а у тебя есть братья и сестры всякие там? У меня есть сестра старшая. У нас один папа, но у нее мама другая. Угу. Ей 31, и она в Германии живет. И ты с ней общаешься, нет? Нет. Ну она уже пожилая женщина, в общем-то, для тебя-то. А скажи-ка мне, а всякие, подожди, у тебя забыла спросить еще о собаке, кошке. Нет. И у тебя? И не осталось никого там тоже? Моя мама не любит животных. У нас, наоборот, владелец квартиры не разрешает заводить животных. Да, здесь еще так. А ты бы кого хотела, кошку или собаку? Я бы и того хотела. А ты жалеешь, что ты переехала вообще? Тебе хотелось бы обратно? Да. В Грузию? И в Россию тоже. Я бы хотела туда приехать. В Петербург. Потому что я там не была 2 года. У меня там тетя, мой двоюродный брат, мой дядя. И не знаю, мне там хорошо. Тебя как звать? Маша, Тебе сколько лет? 13. Я с Украины, А какой город? Запорожье. Мне было и в Украине хорошо, но моей маме было не очень спокойно там, и она часто не спала, поэтому мы решили сюда приехать, вот. И у тебя там остался кто-то? Да, 2 брата, друзья и папа. Ну, бабушка, дедушка и Ого, вот это все. все там? Да, но я здесь только с мамой. А вы когда уехали? Ну, в начале февраля мы были здесь, Какого Вот. года? этого года. Но еще в прошлом году мы сюда просто как туристы приезжали. Ну, я еще была в Америке в прошлом году, в сентябре. А что делала там? Меня туда позвали танцевать. Бальными танцами я занималась, вот. Да ты чё? И ты занимаешься танцами? Ну, занимаюсь, но сейчас бальные бросила. Современный тут танцую. Кроме школы ходишь куда-то заниматься? А я в школу не хожу. Ну, я на дистанционке сижу, но с сентября пойду в школу. А ты когда в Украине была, тоже дистанционка была? Это я уже 4-й год на дистанционке сижу. Да? С Да. ковида, что ли? Да. Ну, в смысле, это потому что ты так хочешь или так получается? Нет, так получилось. Да. И ты хорошо учишься? Подожди, Не ладно, очень. плохой вопрос. Я поняла. Ну, 6, 7, 8 такое. Ну, физкультура зато 12. На дистанционке. Да. Охренеть. А как это? Да, ну, нам так говорят, отжимания пришлите, присылаю. Слушай, а как ты тут нашла танцы? Прям сразу? Да я еще до того, как приехала сюда, я искала, вот, куда типа пойти. И сразу же... Ну, я сразу же пошла в эту студию. Ну, и- подожди, там же испанцы, наверное. Ну, да. Как вы общаетесь? Языком танца? А я не говорю по-испански. А, да? Да, я даже не учу его, ребят. Я даже не начинала.
Слушай, ну а как ты себе представляешь жить в стране, или ты тут не собираешься жить? Я пока не знаю. Ясно. И с друзьями у тебя тут все хорошо? Но я общаюсь только с русскоязычными, потому что я не знаю испанский, вот. А, ну да. Ну, в плане привет-привет, пока-пока, вот. Со знакомыми, типа, вот. Друзья у меня только русскоязычные. Все. Слушай, а у тебя отец твой, он там служит, нет? Не, братья Сколько тоже им лет? не служат. Ну, одному 31, второму 28. Ясно. А ты с ними общаешься? Да, ну, редко. Ну, я с папой общаюсь где-то там раз, два, три в неделю. Вот, мама с ним каждый день общается. А с братьями, ну, допустим, вчера с ними общались. А бабушки, дедушки тоже там все в Запорожье? Да. Блин, жалко, наверное. Да, вот бабушке вчера исполнилось 82, дедушке там что на 7 лет больше. Ну, короче, они там уже живут там. Но они никуда не могут выехать. А ты бы хотела, чтобы они выехали? Да я с бабушкой и дедушкой особо не общаюсь, поэтому я по всему миру путешествую, поэтому я уже не скучаю. Ну, насчет папы и бабушек, дедушек, ну, скучаю, но как бы нет такого, ой, как я хочу обратно, типа, вот. Так, давай, ты кто, как тебя звать? Я Ваня, Сколько лет? 16 годиков. Малыш. Я из России, из Калининграда. Там все время жил? Нет, до этого в Мурманске. Я бы хотел обратно домой. В России мне просто больше нравится, потому что понятный мне язык, люди, ну, качество жизни, наверное, все-таки лично для меня в России получше будет. Мне конкретно здесь и в южной части Европы супер не нравится менталитет. Вот. Но в Мурманске, вы были в Мурманске? Нет, в Мурманске не была. А что в Мурманске? С менталитетом все хорошо? Там самые добрые люди на свете, и там супер спокойно. Никто у тебя не будет, никакой прекрасный человек, играть на гитаре в 3 часа ночи, потому что ему вдруг захотелось. Потому что это некультурно. Не культурно? Да. Ну, испанцы, у них нет нормы поведения какого-то в обществе. Я сидел на последней палате, когда ходил в испанскую школу, и я не слышал, что говорила учительница. И она их не затыкала даже. То есть, если у нас могут хотя бы постучать по столу, чтобы помолчали все, хотя бы на 30 секунд это работает, то здесь просто без умолку все орут, и всем по барабану на это. А ты сейчас ходишь в школу? Я ушел с испанской школы. Я Ты учишься, сейчас ну, как бы онлайн ты учусь ушел из в русской школы. школе. В русской, да? С кем ты вообще тут общаешься? Есть у тебя друзья? Я- Говоришь ли ты на испанском? По-испански не говорю. Вообще? Вообще. Не Ну, учишь? 2 слова могу сказать от силы. Бывает, да. Что не совсем комфортно, потому что не с кем пойти погулять, опять же, пообщаться, что-то обсудить. Ты ходишь куда-то? А тут особо некуда сходить, потому что Валенсия — это деревня. Да ты с ума сошел? Тут можно Хорошо, сходить а погулять где в ты был? центре, на пляже и в порту. То есть, короче, дома лучше получается. Лично мне с моим русским менталитетом дома лучше. Так, ну хорошо, понятненько. Так, давай, теперь с тобой. Тебя так Здравствуйте, зовут. меня Привет. Маша зовут. Сколько тебе лет? Молдавашка. Мне 16. Что ты сказал сейчас? Ну, Ничего. повтори. Ага. Молдавашка, сказал. Почему? Потому что у нас один паспорт. Молдавский. У тебя тоже молдавский? Да. И русский, молдавский, да. А. Ну, наверное, слово молдавашка не самое, да? Как Это буллинг локальный был. прикол. такой локальный прикол. Да. Так, и откуда ты? Я с Молдовы, Да. вот, с Кишинева. Ух Тут ты. уже больше года живу. Класс. Почему переехала? Я хотела очень уехать с Молдовы. Я не Почему? хотела там учиться. Потому что там нет будущего для русскоговорящих. Я родилась в русскоговорящей семье, я с детства говорю на русском. И у меня вся жизнь была с русскоговорящими людьми и на русском языке. На молдавском. ты Молдавского языка не существует. говоришь? А как так? Потому что у нас уже в Конституции румынский, молдавского языка А. не существует с 90-х годов, и все говорят на румынском. Ну, ты румынского тоже не знаешь. Знаю, я его учила в школе. Это мой, как второй язык. Ты здесь с мамой и с папой? А папа в Молдове, потому что у него позже документы делались, чем у нас. Угу. А я тут с мамой и сестрой младшей. И где ты тут? Как ты устроилась здесь? Где ты учишься? Я в школе испанской. Сразу в нее пошла? Да, я пошла в прошлом году. По-нашему 9 класс я закрыла за 4 месяца, и вот перешла типа в старшую На испанском? школу. Да. Нифига себе. Чем занимаешься, кроме школы? Учусь, играю в компьютер, бывает, как бы гуляю, отдыхаю. Иногда подрабатываю, если есть свободное время. Кем? Я рисую на заказ, либо передержка каких-то животных, либо няней. Ого. Класс. И тебе здесь комфортно? Да, мне нравится жить, мне как-то ничего так не раздражает. Тут есть своя атмосфера, люди как бы, они по-другому относятся
к тебе даже. Если ты приезжий, именно тебе как-то будет все равно, что ты не знаешь языка, ты только приехал в школе, именно как твоя социализация проходит. Вот. А у нас другой менталитет в этом плане. Какой? То, что тебя будут расспрашивать, по-другому к тебе относиться, когда ты новенький. Тут им все равно. Тебя не будут обсуждать за спиной. Но меня не обсуждали, как бы у меня все открыто было с моими одноклассниками испанскими. Я не согласен. Я когда пришел в школу, меня ближайшие несколько месяцев расспрашивали, кто я, откуда, почему я сюда приехал, а как в России, а у вас правда медведи по улицам ходят? Они реально, на полном серьезе, меня учителя спрашивали, ходят ли медведи учителя. Они вроде не совсем глупые, но у них стереотипы реально хуже, чем в кино показывают. У меня большинство думают, что в России Нет триатлона. летом снег. Мне легче, они не знают, где Молдова находится, все легче. Все намного легче. Не сказать, что они знают, где Россия находится. Они примерно в область Сибири Они знают, тыкают что пальцем. такое Россия, они не знают, что такое Молдова. Ну, потому что это для них, разное. как для всех иностранцев, все, кто говорит по-русски, это Russians. Anyway. Ну, кстати, да. Так, хорошо, переходим к вам. Сэр. Тебя как зовут? Меня зовут Платон, Сколько тебе лет? мне 16 лет. Приехал сюда чуть больше 2 лет назад. Почему? Не знаю, ну, родители захотели. Выбора не было у меня, собственно. Ну, они с тобой обсудили хотя бы, сказали тебе или просто сказали, так, Я собирай как бы чемоданы? был и не против. Ну как, такого собирать чемоданы нет. Я легко уехал, я не вижу в этом ничего плохого. Поэтому я принял то, что мне надо приехать, и начал адаптироваться. И что ты тут делаешь? Здесь я учусь в школе. Вот. Это испанская школа? Да, испанская школа с испанцами. Сочувствую. Кстати, как они тебе? Да, вообще нормально. Я не знаю, я был в одной испанской школе, и мне очень повезло в нее попасть. Тут есть 3 вида школ. Обычные, получастные и полностью частные. Ну, получастные, они типа от церкви. Ты в такой учишься? Да, я в такой учусь. Там каждое утро какие-то текста, там плюс-минус религиозные. Мы входим в церковь отмечать всякие праздники, но я там сижу просто... Ну, от тебя не требуют? Нет, в смысле, требовать ничего не требует. А какие у тебя предметы сейчас? Ну, вот у меня математика профильная, физика, вот это черчение. Кем ты будешь, когда вырастешь? Я не знаю, я еще не определился. Ну, самое сложное — это, наверное, выбрать, кем ты хочешь стать. Надо выбрать за довольно короткий срок. Я не совсем понимаю, как это сделать, потому что, ну, с моей точки зрения, чтобы что-то выбрать, что тебе понравится, это надо попробовать. А много профессий попробовать невозможно. А где бы ты хотел учиться? Здесь дальше продолжать? Ну, скорее всего, здесь, в политехническом университете. Тебе нужно точно поступать? Я думаю, лучше поступать. Ну, с моей точки зрения, кроме того, что это тебе дает какой-то более уверенности, особенно в Испании, всем очень важно то, что если у тебя высшее образование или нет. Еще я считаю то, что университет — это у тебя этап взросления, как этап жизни, чтобы... Чтобы что? Я не знаю, чтобы... Экспириенс новый получить. Да. Ну, а если ты не пойдешь в университет, пойдешь работать сразу? Так как я не знаю, кем я хочу работать, я не могу пойти работать. Было бы идеально попробовать много разных профессий. О, да. Вот я и говорю, зачем идти в университет, если ты можешь пойти поработать туда-сюда, там-сям. Я не представляю. А кем бы ты хотел работать? Вот я раньше думал, что хотел стать программистом, потом пошел на курсы программирования, и мне не понравилось. Мне кажется, это очень круто, что ты идешь, пробуешь, и тебе не нравится, и ты идешь. Не, еще я монтировал ролики, мне понравилось. И чем ты сейчас, чем ты увлекаешься? Что тебя радует? Ты просыпаешься утром такой, ура, ура, Вот я сейчас сегодня... конкретно ничего, потому что надо идти в школу. Так, слушайте, а у меня тогда такой вопрос. Кто вот в школе учится, вот в настоящий ходит, кто-нибудь с буллингом сталкивался? Да. 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 А ты расскажи, пожалуйста. Ну, меня обзывают, то, что вот я не испанка там, то, что я белая. Господи, боже мой. Кто тебя там булит? Дети? Да. Ну, тебя кто-то защищает? Нет. Кто меня там может защищать? Ну, мама. Мама со мной в школе за партой не сидит, она не защищает. Ну, подожди, ну а как это решать? Ну, моя мама ходила к директору жаловаться, но без толку. И тебе там трудно получается, да? А у вас что? Ну, у меня несколько недель прям конкретно доставали одноклассники. Не потому, что я, допустим, другой расы, или не потому, что я русский, или еще по какой-то причине, а просто так, Новенький. по приколу. А я не был новеньким.
И как ты с этим справился? И я пожаловался классухе, на следующий день это прекратилось. Ты как поступить? Ты видишь, классная руководительница своей, которая тутора. Она все решает. И она когда-то в твоем классе, и в параллели можешь пойти с другими учителями поговорить. Плюс новый учебный год она может подать документы на место в другую школу, ближайшую, которая ей будет приятна. А твоя мама пыталась пойти к учительнице? А да, ты? она с ней разговаривала. А ты? Учительница просто врет. Ничего. То есть это еще и без буллинг толку. и со стороны учителя получается? Да. Директор защищал учительницу, и бесполезно то, что мы с ней разговаривали. Ну, господи. Просто в Вот новую поэтому не школу надо идти к подать директору, надо идти документы к можно. классухе, потому что она внутри класса все решает. Ну, я когда шла учительница жаловаться, она говорила, да, я сейчас подойду, поговорю. Она подходила, говорила, даже иногда не говорила. А если кто-то на меня пожалуется там, придумает что-то, то меня все там накажут, без перерыва оставят там. То есть ты считаешь, что это прямо четко про тебя, все против тебя? У меня такое же было. Все против меня, все. О, господи. Бедная. Ну, тут, да, тут они спокойно разговариваются, тут могут спокойно напридумывать. Я сижу, они конкретно говорят, вот он делал то-то, то-то и то-то. Они могут друг друга ненавидеть в классе, реально, надо друг друга не... Но они, когда надо меня забулить, Да, сговорятся они все. объединяются в группы. Спокойно. Ну, вот это вот как раз и есть точно верный этот признак, что в группу объединяется. Я просто расскажу, у меня у одной дочери, у нее была такая история, там была группа из 3 девчонок, они троем какую-то девчонку, значит, там зачморили. И эту группу просто развели учителя по разным классам, и они стали учиться в разных классах, эти девочки. Потому что это такая была банда, они там всех такие, значит, все, как в американских школах. Вот, так что в этом смысле, конечно, это все очень нужно решать. И тебе, конечно, нужно обращаться к взрослым, мне кажется. Сложная история просто потому, что, вы правда, вы приходите в новую школу, и ты никогда не знаешь, как там все это сложится. Это очень тревожно. Я бы хотела еще поговорить о том, кого вы там, оставили. По дому скучаете? Да. Нет? По людям Нет, там, наверное. так, нет. Ты нет? Часть семьи, которая осталась в Молдове, да, а именно по Молдове нет. А ты? Я скучаю и по людям, и по И России хочешь в целом, вернуться, да. поэтому, да? Да. А друзья какие-то там остались? Первый год мы общались прям плотно, мы созванивались частенько, а сейчас, может, на Новый год, на день рождения, и то не факт. А у вас что, ребят, как с друзьями там? Они остаются друзьями, когда вы уезжаете, или прекращается общение? Ну, прекращается, да, наверное, да. Ты, а у тебя? Ну, тоже прекратили со мной общаться. Вот когда началась война, я общалась с одной девочкой из Украины. Потом все, она уже... Я ей, например, что-то пишу, она читает это и не отвечает на ничего. Другие друзья также. Это потому что война? Я не знаю, почему. А у тебя что с друзьями там, которые остались? Ну, у меня есть 2 лучшие подруги, там мы с ними общаемся по сей день, каждый день, вот. А у тебя что? Да, я не скучаю. У меня не было там очень близких друзей по итогу. Но тем более на то, что я сейчас смотрю, мне кажется, у меня разошлись интересы с ними, и мне бы пришлось заводить новых друзей. Ого. Я в интернете общался там с мальчиком из Украины какого-то 21 года, и я вот продолжаю с ним общаться почти каждый день. А у тебя как? Ну, в Молдове у меня нет друзей, я ни с кем из Молдовы не общаюсь, я так в интернете общаюсь много, и тут общаюсь много. У меня нет такой тяги в Молдове к друзьям именно. У меня больше к семье, к старшему брату его семье, там бабушки 2, вот такое вот. А здесь этого как будто бы не хватает, да? Просто, когда семья рядом, это по-другому ощущается. Нет того, что этого жестко не хватает, другое ощущение. Какое? Ну, то, что бабушки рядом, то, что твой старший брат рядом, ты можешь попросить его о помощи. Все равно это какая-то поддержка, и когда они рядом, просто спокойней. Ну, я не знаю, кстати, вот у меня бабушка с дедушкой, они переехали с нами, но они уехали обратно потом. Я скучаю, да, не очень сильно, но скучаю. Но какого-то сильной разницы, когда они сюда приезжают, допустим, или когда мы жили все вместе в одном городе, особо нету. Ну, то есть я с ними общаюсь довольно часто все равно. Мне в моей жизни их хватает вот ровно столько, насколько надо. То есть ни больше, ни меньше. Так, ну ладно. Значит, я думаю, что мы все-таки поедем, будем смотреть интересные места и пытаться еще больше понять друг друга и что вам вообще, как вы вообще. Мне ужасно интересно вообще понять, как вы тут живете и что с вами будет, когда вырастете.
Бомба живем. Да? Классно, да. Ну что, мы немного познакомились вроде бы, а теперь настало время отправляться в город, посмотреть, как выглядит эта ваша Валенсия. Да, здесь ребята вообще прикольные. Ну, я сразу нашла с всеми общий язык, поэтому мне бомба, мне нравится все. Мне все понравились. Со всеми интересно разговаривать. Я уже даже, наверное, немного подружился с некоторыми. С Тэй и немножечко с остальными. Я был бы не против продолжить с ними общаться. Ну, наверное, я бы мог подружиться. В целом, да. Когда переезжаешь, понимаешь, насколько для тебя важна тема дома. Начинаешь очень много задумываться о том, что это, где это, как это устроено и почему именно так. И мы решили поговорить о том, что такое дом, с человеком, который знает про дома все. Это архитекторка Женя. Она родилась и училась в Одессе, а теперь, как и ребята, живет в Валенсии. Давайте, в общем, начнем. Перед тем, как я расскажу немножко об архитектуре и о том, вообще, кто такой архитектор, я бы хотела узнать у вас, какое у вас вообще представление об этой специальности? У нас Про даже есть архитектора. Маша, которая хочет стать архитектором. Это Прекрасно. Маша. Да, мне просто нравится это как соединение как двух моих профессий. То, что мне нравится делать, это как-то чертить, с карандашом работать и какой-то математики, наверное, точной науки. Архитектор, все верно, то есть это человек, это специалист, который занимается проектированием зданий и сооружений, и это довольно, такая сложная, очень многозадачная профессия. Меня очень сильно вдохновляет эта специальность, потому что если посмотреть вокруг нас, то все, что мы видим, это архитектура. Для того, чтобы быть архитектором и хорошим архитектором, нужно разбираться в музыке, нужно разбираться в культуре, нужно разбираться в истории, нужно разбираться даже в киноиндустрии, потому что даже оттуда можно черпать какие-то идеи, вдохновения, то есть которые как семечко, они лягут за основу какого-то уже итогового проекта. Слушай, а если, например, я вот захочу спроектировать свой дом, это же каждый понимает по-своему, то есть для меня там вот один уют, там для меня один стиль. Ну, другой вопрос еще вообще понятие, что такое дом. Ну вот что вот для тебя слово дом? У меня первая ассоциация — это что-то такое закрытое, уютное, где мне хорошо, куда я хочу возвращаться, где мне безопасно. Мы можем назвать домом как здание, сооружение, да, как house. Вот, но есть в английском слово home, а вот home это уже означает именно дом вот в таком более... Home sweet home. Да. К сожалению, часто бывает такое, что как раз именно с переездом куда-то в другой город или в другую страну мы это ощущение этого дома иногда теряем. Например, новая квартира или новый дом, в котором мы живем, у нас не вызывает такой привязки, которая у нас была, например, когда мы жили в нашем родном семейном доме. Вот у меня, например, эта квартира в Москве была, в которой я после начала войны не вернулась и не была там ни разу. И это для меня ужасно болезненно. Я до сих пор поэтому скучаю. А у тебя? Было какое-то место? Именно хотела бы вернуться только в дом, где я выросла, только потому что там осталось какие-то родственники, семья, а так нет. А у тебя слово «дом» с чем ассоциируется? Первое, очевидно, что это постройка, что-то, где можно зайти. Понятно. А дом, это совокупность, наверное, твоего окружения, место, где ты непосредственно живешь, и локация, в которой ты живешь, там страна, город и так далее. А у тебя что дом? Грузия, наверное. Почему ты считаешь, что это твой дом? Что именно там, допустим, у тебя вызывает такие ощущения? Что это дом? Папа. И где папа, там дом? Круто. Класс. А у тебя? Я, наверное, не скучаю по дому, потому что у меня пока что не было возможности обрести мой личный дом, который я сделал сам. Я бы хотел с нуля сделать то, что я захочу. О, прикольно. А ты знаешь, как ты хочешь? Я предполагаю, достаточно сложно это визуализировать, и я бы, конечно, решил довериться кому-нибудь профессионалу. Это классно. Вообще всегда круто, когда есть заказчик, который в принципе знает, что он хочет. Для архитектора очень важно Понять. вникнуть каждого, понять, как ты живешь, что тебе интересно. Ну вот, какой у тебя смотри. там быт. Вот давай, ты сейчас архитектор, как будто бы. Как будто бы, да. Вот смотри, есть Маша, Паша. Она занимается танцами
Он занимается Триатлоном. Можно ли учитывать вообще в твоем доме, например, который ты бы строил, твои занятия, твое хобби и триатлон? Что там должно быть? Бассейн. Так. Наверное, нужна какое-то помещение для Велодорожка. экипировки. Да. Потом обязательно нужен какой-то спортзал. Какой-нибудь спортзал, да. У тебя же будет танцевальный? Вот, 100%. будет танцевальный зал. То есть мы уже сразу понимаем, угу, здесь, например, комнату с экипировкой не надо, но, возможно, понадобится большая гардеробная там для костюмов, например, или большой зал с зеркалами. А давайте мы сейчас попробуем нарисовать свой дом. Дом мечты. Было бы клево, если бы каждый из вас в такой, в общем, свободной форме, с абсолютно полетом фантазии, не ограничивая себя ни в размерах, ни в масштабах. Не в деньгах. Вопросик, а если хочется квартиру? Конечно, можно. Можно, да? Можно все. Мне понравилась встреча с Женей, то, что она учится в университете, в который я планирую поступать. Для меня архитектор — это интересная профессия, и было интересно, как все, вот, как это проходит. Мы обсуждали архитектуру и потом рисовали свой дом мечты. Я, наверное, впервые задумался, каким бы я хотел иметь дом мечты. Но мы сейчас каждый рассказываем вот самым подробным образом, что у нас в доме, а потом мы с помощью искусственного интеллекта мы нарисуем каждого вот тот дом, который он нам сейчас расскажет, как он. Давай, ты первая. Короче, вот такой у меня чудесный дом. Вау. Вау. Простите, а где здесь дом? Это все дом. Вот это вход будет, тут будет стоять моя розовая машинка, у нее будут волосы, короче, как у Спайка из My Little Pony. Дальше рядом еще одно будет место, тоже красивое, там будем фоткаться, короче. Тут будет вечеринка, тут типа крыша, чтобы тоже делать атмосферные фоточки. Дальше тут будет обязательно рекламный какой-то баннер, и он будет светиться ночью, чтобы всех соседей раздражать. Еще шуметь гитара будет. До 3 часов ночи. Как ты любишь? Я съеду. Да, а ты с ней живешь, что ли, в этом доме? По соседству просто. Тут будет что-то кухня, спальня, какие-то комнаты. Ну, их 3, мне было их лень рисовать, но обязательно из этой комнаты будет горка. Как в детских площадках, такое место, где шарики вот эти пластиковые. И ты вылетаешь вот с горки и в прямо в эти горку шарики. туда. Вот, дальше на окне обязательно будет типа чердак, но там будет вообще комната, и там будут картины. И я там буду рисовать. И там будет скульптура, где девочка телескоп смотрит, обязательно. Вот, чтобы тоже было атмосферно. Вот такое вот. Мне очень нравится. Ты будешь приглашать в гости в свой дом? Нет. Быть, я подумаю. С горки покататься. Вот так. На горке кататься, буду билетики выдавать. Можно фоточки поделать, прийти? Можно? Конечно. Билетик для этого придется платить по горке кататься. Сколько? 10 евро, чи сколько? Для Я этого и подумаю дом. про билетики. Просто, мне у кажется, у горки. этого дома девиз имидж и впечатление просто. Отлично. Я хочу теперь Машу, послушать другую Машу. Я Рассказывай. сделала хату с панорамными окнами, высокоэтажка. Я не могла нарисовать лестницу, знаете, которая вот эта круглая, Винтовая поэтому... наверх. Ага. Да, я ее накрыла. И куда лестница ведет? На 2-й этаж, но я его не успела нарисовать, так что мы А пропустили. что там? Спальня, туалет и такое все. А на 3-м этаже будет моя студия танцевальная, вот. Подожди, а расскажи, пожалуйста, это стол, это кошка, понятно. Не скульптура, Вот а еще- кошка. Не-не-не, все настоящее. И вот это еще кормушка для нее. Это кормушка для Да, кошки. но это Всё. тоже хата, типа, поняли? Это тут высокоэтажки. Я думала, это уставшая зебра, почему-то мне такая. Сдавшая зебра карликовая. На 1-м этаже еще будет, короче, кухонька. Ого. Просто Такая прекрасно. кухня Смотрите, классная, с барной стойкой, да, все это дела. жалюзи, тут тоже у нас панорамные окна, прям все как я хотела. Идеально. Нет, это не барная стойка, это стол прям, да? Нет, Или- это барная стойка, Да? типа. Кстати, есть очень много кухонь, на которой не предусматривается стол. Здесь такая вот только барная стойка, где можно там это ж поесть, круто. перекусить. Почему это круто? Тань, стол, это уже Мне вообще удобнее не- сидеть высоко. Там можно и работать, и рисовать, еще только делать можно. На кухне? Да. Будешь работать на кухне? После холодильника. Холодильник, который двойной, типа, и там еще можно водичку тут холодную со льдом наливать. Обязательно. Посудомойка. У нас- Да. Чтоб не мыть ничего. Не Так, дай а бог. это какая-то, это для специй? Там какой-то типа небольшой стеллажик, там всякие специи, там все такое. Окей. Кто следующий Я. готов? Давай. Квартира в скандинавском стиле, 3 спальни,
Абсолютно обыкновенная двуспальная кровать, шкаф и тумбочка. Ничего лишнего. Это сверху кабинет, потому что работать на кровати не прикольно. Внизу зал, правильно? Под спальней, вот там вот. Это ванная. Ага, это ванна, Без туалета, потому что он должен быть раздельный. Потому что ванна, совмещенная с туалетом, это ужас Отстой. абсолютный. Мне нравится. Согласна. Абсолютно. Ниже это гостиная, совмещенная с кухней, кухня с островком. Плита на островке исключительно газовая, а индукция где-нибудь вот здесь. Можно вопрос, зачем 2 плиты? Потому что на индукцию ты ставишь яйца вариться, которые забыл про них, и они варятся, или, не знаю, еще что-нибудь. А на газовой плите можно спокойно доделать пасту, допустим, или панировать что-нибудь. Это удобней. Боже, он же у нас готовить любит. Да. Вот тоже вот специфический вот запрос, да, специфический. Я люблю готовить, это уже вообще Здесь другое дело. недоделанный туалет, потому что большой, и чтобы, я не знаю, можно было в нем в футбол играть, потому что маленькие туалеты — это Отстой. тюрьма просто. И стенд какой-нибудь с приколом, просто понавешать туда всяких сувениров, я не знаю, приколов каких-нибудь, наждачку повесить, фольгу. Типа туалет приколов. Да. Так, прекрасно. Подождите, мы забыли. Браво. Маша. Очень понятный, подробный, четкий план. Так, кто следующий? Платон. Это должен быть дом, не в городе, где-нибудь в лесу ради природы. Я хочу себе отдельную спальню и кабинет, потому что я считаю, что нужно работать не там, где спишь. Дальше в идеале там должен быть спортивный зал. На улице волейбольная площадка, чтобы играть с друзьями в волейбол, которые придут туда, надеюсь. Бассейн, чтобы плавать утром. Также очень великолепно нарисовано. Должна быть гостиная с панорамными окнами, чтобы видеть природу не только снаружи, но и когда ты находишься внутри дома. В идеале должен быть еще один этаж, чтобы не подниматься по лестнице. Точно. Я уверен, в какой-то момент жизни мне надоест подниматься Это, кстати, очень правильно, очень дальновидный план. Да, Платон, супер. Мегабомба. Круто. Паш, давай ты. Я хотел сделать двухэтажный дом, но успел только первый этаж сделать. Как мило. Ванна, кухня, потом зал с книгами, диваном, 2 креслами и телевизором. И спортивный зал. Я поставил беговую дорожку и велотренажер. Потом во дворе у меня есть бассейн с лежаками, футбольное поле и гараж. Класс. И И все. все это на одном этаже. Подожди, а спальня? А спальня на втором Спальня этаже. на втором этаже. А, но на это втором. Паша, Супер. очень продуманный дом. Очень. Жемчужина нашей коллекции. Ты. У меня вот такой дом за городом. Тут у меня первый этаж, на первом этаже у меня кухня, гостиная, 1 спальня, 1 туалет. И лестница на 2-й этаж, там будет спальня, 1 туалет. Потом у меня еще одна есть лестница в мою комнату. А, ты на самой крыше? Да, на улице бассейн, круг, лежак, батут, горка и качели. Круто. Прекрасный Он дом. очень крутой дом. Теперь я рассказываю про свой дом мечты. В моем доме мечты будет 2 комнаты. 1 комната моя и 2 комната моя. В одной комнате я буду типа спать, а во 2-й комнате я буду там типа кабинета. Вот смотрите, это 1-й этаж, ты тут сюда входишь, здесь большой-большой стол, чтобы все гости сидели и ели. Здесь, значит, кресло, диван и кресло, и столик, и камин. Никаких телевизоров, к черту. Здесь, типа, я думала поставить пианино. Мне очень еще хочется, знаете, чтобы вот так ты заходил, там, и вот такая лестница, она, чтобы шла вот так по 2 сторонам. Знаете, надо с вот этих лестниц спускаться в таком роскошном халатике с перышками оттуда. На каблучках. Да. И сразу за пианино. Нет, там сидит уже за пианино специальный чувак, там живет по 2-й комнате, иногда специальный Специально чувак. обученный человек, который играет на пианино. пианино. И я спускаюсь в перышках, на каблучках такая. В красном таком И ярком бокал в красном. руке. Да, вино И красное. спотыкаюсь и падаю. И потрескивает камин на заднем Камин фоне. потрескивает. Так, а кто мне будет хлопать? Тань. Так, ну что, мы закончили. Честно, я смотрю на все рисунки, все разные, но они такие все интересные, ну такие талантливые все вообще. Круто. Спасибо тебе. Вам спасибо. Мне было так клево с вами пообщаться и посмотреть на ваши проекты. В общем, спасибо, что пригласили. Встреча с Женей очень впечатлила ребят. Но это, конечно, еще не все, что я для них приготовила. Мы продолжаем наше путешествие по Валенсии и прямо сейчас отправляемся на встречу с еще одним человеком, чтобы обсудить наши страхи.
Последнее время наша жизнь очень изменилась. Как будто бы стало больше страхов. А какими они стали? Что сейчас страшит подростков? Я как раз об этом и хотела бы поговорить. Познакомимся с Лерой. Лера, привет. Привет, меня зовут Лера. Я актриса, я училась в Новосибирске, работала в театрах по всей России, снималась в кино. И в Валенсии я начала тоже заниматься театром. Наша сейчас такая большая цель. Такой вот странной формы будем говорить о своих страхах. Есть огромное количество вещей, которые нас пугают, и это и у детей, и у взрослых. А театр — это способность с этим страхом справиться. Потому что ты выходишь на сцену, уже ужасно страшно, но ты выходишь, потом на тебя смотрят люди, ты еще что-то изображаешь из себя. Но при этом, когда ты из себя изображаешь кого-то, то ты как будто бы разрешаешь себе им быть. Ты чувствуешь себя свободнее в этот момент, потому что это не совсем ты. И когда все закончится, оно закончится. У людей не поменяется отношение к тебе на основе того, что ты сейчас говорил. Я думаю, что мы дадим вам сейчас время и пространство сделать то, что вы обычно не делаете. Ну это же ужасно страшно. Дело в том, что нас здесь вот сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 человек. И об этом больше никто не узнает, кроме тех, кто это посмотрит. Короче, 2 миллионов. Так, мы, короче, всех запугали. Бояться не надо. Дело в том, что я буду с вами, я вам буду что-то рассказывать и показывать, и мы будем делать это вместе. И возможно, что после вот этого нашего сегодняшнего, назовем это уроком, вы найдете в себе какие-то новые интересные грани, вдруг новые реакции. То есть в момент, когда вам не нужно оценивать, насколько серьезные ваши отношения там, с вашими учителями, с вашими родителями, с какими-то значимыми другими людьми, а просто попробовать сделать и сказать то, что вы хотите, но никто вам за это ничего не сделает. Это останется здесь между нами. Прикольно. А что конкретно-то делать они будут? Ну, мы сегодня сделаем все то, что я хочу делать на своей лаборатории. Отлично. Вы будете лабораторными подопытными животными. В хорошем смысле. Мгм. Ага. Хорошо. Ну что, начнем? Да. Первое упражнение, которое Лера предложила выполнить ребятам, это речевая разминка. О, так, тебе, давай сильнее лупи Платона, смотри. Она помогает не только правильной постановке речи, но и немного раскрепощает. Мне очень нравится эта лаборатория. Жалко, что я не подросток. Второй блок упражнений был направлен на работу с телом, а также на доверие к окружающим. У меня нет доверия к этому миру. И к вам тоже. Ой, блин. О, Господи, все, это какой-то ужас. А в заключительной части урока мы уже перешли к настоящим актерским мини-этюдам, которые позволили детям отбросить стеснение и не только примерить на себя разные роли, но и от души повеселиться. Офигенно, молодец! Вы просто какие-то гении. Дети настолько вдохновились творческой работой с Лерой, что стало понятно, простыми этюдами они ограничиваться не хотят. И тогда мы решили замахнуться на целый спектакль. Я попросила всех участников подобрать для себя отрывки любых произведений. Песен, стихов, прозы, да хоть нарезок из ТикТока. Главное, чтобы это было созвучно им, что-то про них самих. А потом мы попробовали из этих кусочков собрать небольшой спектакль, который поставили практически на ходу. И вот смотрите, что из этого получилось. Мы начинаем.
Я еще немножко посплю, пробурчала Кира, с головой накрываясь одеялом. Она любила поваляться в кровати, потому что там очень хорошо мечтается. Но мама сдернула с нее одеяло. «Вставай немедленно!» Ее голос не допускал возражений. Взглянув на стоящий у кровати будильник с изображением Гуфи, Кира снова попыталась укрыться одеялом и заныла. «Еще только 7:30, а у меня каникулы. Нам через полчаса выезжать. В 10 надо быть в американском посольстве», сказала мама и снова стащила одеяло. Кира пронзила мысль. «Ну, конечно, американское посольство!» Сегодня должно решиться, получит ли она стипендию на 6-недельную учебу в калифорнийской летней школе. Сон словно ветром сдуло. Кира быстро вскочила с постели, умылась и оделась. Сегодня может исполниться ее мечта. Дисциплина – одна из высших, если не высшая форма любви к себе. Она буквально говорит тебе, что ты откладываешь быстрое и легкое удовольствие для лучших вещей, которые ждут тебя в будущем. Дисциплина – это доверие к себе, когда ты идешь в правильном направлении и доверяешь себе. Когда ты знаешь, что говоришь, и говоришь то, что делаешь. Однажды, когда я был совсем юным, когда все наши тени исчезли, звери внутри меня вышли порезвиться. Мы столкнулись лицом к лицу со своими страхами, усвоили наши уроки сквозь слезы. У нас остались воспоминания, и мы знали, что они никогда не увянут. Почему ты не попросил о помощи? Ты что? Мне стыдно. У меня же не тело болит, это же в голове. Я выглядел как какой-то слабак, который не способен контролировать свой разум. Панические атаки накрывало везде и повсюду. Я не мог дышать. Мне казалось, 10 секунд, и я умру. А причина была неизвестна. Именно это и сводит с ума. Кто-то говорит, это из-за стресса, но я правда не знаю, в чем же причина. Однажды отец сказал мне: «Сынок, не упускай этого». Он взял меня на руки, и я услышал: «Когда ты станешь старше, ты будешь жить своей безумной жизнью. Ради своих молодых дней подумай обо мне. Подумай, если тебе будет страшно, потому что однажды ты покинешь этот мир. Так проживи жизнь, которую ты запомнишь». Мой отец сказал это мне, когда я был еще ребенком. Запомни эти вечера и ночи. Запомни эти ночи. Они никогда не умрут. Была бы моя воля, я бы вообще не тратила жизнь на ссоры и разборки. Сегодня ты можешь высказать человеку все, что о нем думаешь, а завтра этого же человека собьет машина. Или же ему поставят страшный диагноз. Ну а что, это же жизнь, она та еще, от нее все можно ожидать. Если идешь против нее, она идет против тебя. Вот только ты крохотная песчинка по сравнению с ней. Поэтому береги секунды. Ну, я раньше и ставил сценки, но обычно мы их там репетировали днями, а тут все получилось. Ну, те, кто мы обсудили, я не знаю, за сколько времени, а саму сценку поставили минут за 20. Мне это интересно, но я иногда немного стесняюсь, не знаю, когда это публике рассказываю. Я очень люблю актерское мастерство. Вообще все бомба было, мне понравилось, я повторила. Мне очень-очень-очень понравилось. Мы идем на лодку, а потом мы с нее упадем и будем плавать под водой. Ладно, мы приплывем обратно и, к сожалению, поедем домой. Все.
Я помню, как мне в детстве не хватало не то чтобы совета или ценного указания, а просто опции нормального разговора со взрослым человеком, когда он тебя слушает, и твое мнение ему интересно. Поэтому в конце съемок я предложила каждому инкогнито написать вопрос, который его действительно волнует и беспокоит. И моя задача здесь состоит вовсе не в том, чтобы дать им свой взрослый правильный ответ. Нет. Мне важно показать, что мне действительно интересно, что они думают, и вместе с ними попытаться найти какие-то ответы. Ну что, устали? Конечно. Нет, Ну, Ну, ни капельки. меня кто-нибудь спросит, устала я или нет? вы Устали вы? Устали? Да. Но с вами так хорошо. Да. Нам осталось совсем немного. Но это очень важная часть, то, что мы сейчас будем делать. Я не знаю, кто из вас написал эти вопросы, и мы будем вместе с вами пытаться отвечать на эти вопросы. Хорошо? Мы теперь с вами уже банда-команда. Итак, поехали. Как не опускать руки в любимом деле? И есть ли у вас опыт в депрессивном состоянии? Чего вы на меня-то смотрите? Ждем ваш ответ. Нет, давайте все вместе рассуждать. А вот если любимое дело, там тоже разве можно руки опускать? Ну, можно выгореть. Какая-то мотивация. Ну подождите, то есть оно перестает быть твоим любимым делом, получается? Но просто просто выгорание, там нет ничего нового продвижения. Когда стоишь долго на месте в любимом деле, ты выгораешь. Поэтому нужно всегда что-то новое. Двигаться вперед? Да? Ну, Либо иметь разнообразие. и отдыхать, самое главное. Ну вот. Чтобы набираться энергии для продолжения твоего любимого дела. Кажется, ответили. Есть ли у вас опыт в депрессивном состоянии? А у вас есть вообще? Да. Вообще это на самом деле ужасное состояние. Ну, вроде бы я взрослая тетенька, я контролирую свою жизнь. А потом вдруг на тебя накатывается такое, что ты оказываешься совершенно беспомощным, и ты понимаешь, что ты нифига никакой не взрослый, и ты за себя не отвечаешь. Если вы моего совета спрашиваете, то это очень важно, это осознать, что тебе плохо, и пойти, не знаю, к какому-то взрослому человеку, который тебя там успокоит и утешит, а потом, может быть, даже и к специалисту. Я бы, конечно, спросила, почему человек написал этот вопрос, но если кто-то захочет подойти ко мне, я помогу. Потому что это серьезная штука. Как понять, зачем я вообще живу? Прекрасный вопрос. Я правда не знаю на него ответ. Это можно понять только на основе личного опыта. Нужно жить ради того, чтобы, когда ты станешь совсем старой, не жалеть о той жизни, которую ты прожил. Клево было. А сейчас как понять, зачем? Не зачем, не ради какой-то вещи, ты ради себя живешь. Ты свою жизнь проживаешь, и сейчас она у тебя одна, и ты ее проживаешь в лучшем моменте. Паша, что думаешь? Ты вот зачем живешь? все так, живу. Живу себе и живу. Да. А ты как понимаешь, зачем ты живешь? Сложный вопрос. Да фиг его знает. Хороший ответ? Да. Ты что задумалась? Не, я просто думала, что надо жить ради себя, ради своего будущего, и чтобы потом иметь какие-то возможности, радости. Хорошо. Ответили? Да. Ну так, примерно. Как понравиться людям? Можно я сразу отвечу на этот Давай. вопрос? Ну, смотря по характеру, конечно, но я думаю, что не обязательно нравиться всем людям. И, ну, допустим, у меня такая позиция, что если я тебе не нравлюсь, хорошо, не общайся со мной, мне как-то пофиг. Чего я должна тебе нравиться? А хорошо, вот давай, Паш. А вот если ты, например, всем будешь нравиться, то что ты будешь сам из себя представлять? Человек, который строит из себя кого-нибудь, чтобы... Другого какого-то, Да. да? А ты что скажешь, Платон? Ну, самое главное, чтобы понравиться людям, это нужно быть собой. То есть, если ты для этого человека должен быть не собой, значит, ему нравится не ты, а То, что ты изображаешь. твоя маска, в общем. Хорошо. Идем дальше. Как бороться с подростковыми всплесками эмоций правильно? Ничего себе. Во-первых, расскажите мне, я уже не помню, что такое подростковые всплески эмоций. Говори. Без понятия, у меня их нету. Да? Так бывает? Наверное. Ну, когда просто настроение меняется, допустим, я могу быть ласковой, потом Я вообще первый на раз маму, слышу, мама, что это почему ты такое?» И прям вот так вот, прям конкретно. Хорошо. А потом через минут 10-20 я... Как я плохо Мамочка, поступила? мамочка. Ну, прости. А ты что скажешь? У тебя бывают подростковые всплески эмоций? Наверное, да. А вообще с ними надо бороться? Ну, я думаю, что это просто такой период, и, типа, зарывать их в себе, то да. Нет, то зарывать в себе ничего То нельзя. лучше не надо, потому что потом это все вот так вот. Знаете, есть прекрасный один способ, если тебе прям вообще фигово и не с кем поделиться, идешь в лес, выкапываешь ямку и в нее орешь.
Ты можешь с ними не бороться, а принять их. И просто себя как-то контролировать, но не ругать себя за это. Вот это точно. Вопрос, как найти новых друзей? Быть общительным, если ты хочешь. А как ты будешь общительным, если ты не общительный? К сожалению, тогда друзей не будет. Или же найти такого же человека, который не общительный. Найти людей с примерно таким же кругом интересов, как у тебя. Или же можно, ну, допустим, ты не общительный, но ты увлекаешься какими-то хобби, можно ходить. И чаще всего, ну, если ты не знакомишься, допустим, в моем случае ко мне подходят люди знакомиться, и потом как-то заваривается общение. В любом случае надо что-то делать, да? Не сидеть в комнате закрытой. Окей. Все, последний вопрос. Мне нравится человек из съемочной группы. Я хочу с ним дружить. Что мне делать? Ну, подойти, познакомиться, типа, ты не против дружить со мной, ребят? Обменяться давайте. номерами. Вы не против с нами дружить, ребят? Давайте с нами дружить. Камеры покивайте. Вы с нами будете дружить? Ура! Вопросы закончились. Спасибо, вы вообще гении. Вы столько всего важного знаете, больше, чем я. Но это неудивительно. Смотрите закат. Смотрите, закат. Давайте фоточки Вау. поделаем. Да, сейчас поделаем фоточки, но сначала я вам еще Ну, подарю сейчас солнце уже подарки. Значит так, да, у нас есть партнер, называется Сам Там Букс. Портал, где можно купить книги любые на любом языке. И вот вам Это они на русском? дарят, да, вам они дарят Слава богу, книжки. хоть и на испанском. Так, держите, смотрите, я вам раздаю. Можно посмотреть? Знаете, почему я это делаю? У вас у всех теперь есть обменный фонд. Этими книжками Сам Там Букс вы можете все собираться и обмениваться. Одну 16 плюс, прочитаешь. Окей. 16 плюс? Кстати, да. Вы же соберетесь где-нибудь, может быть, Конечно. к Лере, все вместе придете? Конечно. Я бы У хотела. нас Да? чат же есть. Я бы очень хотела, чтобы вы пришли, например, к Лере, все собрались и записали мне какой-нибудь кружочек. Каждый день не похожий на другой, в принципе, в твоей жизни. Вот. И этот день просто он был немножко другим. Мне очень понравилось. Когда мы со всеми ребятами встретились, наверное, я тогда нервничала. Ну, естественно, за время, которое мы были вместе, мы сблизились больше, я больше их узнала. Мне стало свободнее. Со всеми хотела бы общаться. Мне все понравились. Про Таню у меня все это время было одно и то же впечатление. Что я сразу как-то не знаю, начал доверять ей. Просто мне показалось, что она хороший человек. Меня не видно. Короче, Я тут, в общем. вы очень крутые. Давайте сожмем клею, чтобы- Кажется, у нас получилось создать безопасное пространство и поговорить с детьми о том, что их правда волнует. Это и есть самое важное. То, ради чего мы придумали и делаем этот проект. Не забывайте, что самое главное в этом возрасте для подростка – это внимание и возможность открытого разговора. Без осуждения, без оценки, без этой нашей критики. Почаще разговаривайте со своими детьми. Нет, не так. Болтайте с ними почаще. Они такие клевые. Мы сегодня опять встретились и хотим передать всем привет. Играйте психо и спите ночью. Ну и давайте ваши любимые. И подписывайтесь на наши инстаграме и делайте нам эдиты! Ставьте лайки! Пока!